13 апреля, воскресенье. Всем привет, с вами Руслан Левиев. Давайте обсудим, что самого важного произошло на войне за прошедшую неделю. В Курской области начались бои за два последних населенных пункта, остающихся под контролем украинских сил. Это хутор Олешня и село Горналь. Село Гуево Курской области за прошедшую неделю было полностью освобождено. Пока только на словах, но все же снова объявились корейцы в боевых действиях. По крайней мере, украинский обозреватель Константин Машевец, который всегда дает подробную выкладку по тому, какие подразделения и где воюют, пишет, что военнослужащие Северной Кореи численностью сопоставимой с двумя мотострелковыми бригадами участвуют в боях в Курской области. Мы пока что не видели их на фотографиях и видео. Но повторюсь, как я раньше и говорил, на кадрах с беспилотников, которые летают высоко, отличить российских солдат от корейских практически невозможно. В Сумской области была попытка российских военных прорваться до села Локня со стороны Басовки. Эта атака была отражена силами специальных операций Украины. Российские силы, судя по всему, действительно планируют создать плацдарм в приграничной полосе Сумской области. И чтобы облегчить задачу, они пытаются прорваться до села Юнаковка, которое лежит на трассе снабжения украинских сил. А дальше уже будет попытка закрепиться на тактических высотах. Из Сумской области вчера пришла новость, что там в ходе выполнения боевого задания погиб украинский летчик Павел Иванов, пилотировавший самолет F-16. Ранее многократно сообщалось, да это и на видео было не раз показано, что украинские F-16 стали близко подлетать к границе с Россией. Судя по описаниям, в основном они занимались прикрытием украинских МиГов-29 от атак российских истребителей, в то время как МиГи пускали бомбы и ракеты. Когда F-16 только-только были поставлены Украине, я говорил, что, скорее всего, их будут беречь. Они будут использоваться в роли летающего ПВО. Поэтому будут летать где-то на западе Украины. А подлетать к зоне боевых действий для них слишком опасно. И вот они начали подлетать к передовой, и произошло то, что вполне можно ожидать в ходе боевых действий. Самолет был потерян, а летчик погиб. Пророссийские телеграм-каналы пишут, что он был сбит из комплекса ПВО С-400. И это уже второй потерянный Украиной F-16. Первый был потерян в августе прошлого года в ходе отражения массовой ракетной атаки России по Украине. И тогда погиб Алексей Месь. Хотя Курская область практически дозачищена, многие журналисты продолжают спрашивать меня, куда будут переброшены высвободившиеся подразделения. Пока что не особо похоже, что они высвобождаются, поскольку они нужны для выполнения задачи по созданию плацдарма в Сумской области. Плюс продолжаются бои в соседней Белгородской области, где участвует 75-я бригада морской пехоты, хорошо известная нам по военным преступлениям в Курской области. Машевец, кстати, как и мы, считает, что никакой угрозы столице Сумской области нет, что текущих сил России хватает разве что на создание небольшого тактического плацдарма в приграничном районе Сумской области. На Лиманском направлении есть заметное продвижение российских подразделений. И это одно из двух основных направлений, где российские военные действительно прилагают значительные усилия. Зона контроля расширилась в сторону Катериновки, а некоторые пророссийские телеграм-каналы даже заявляют, что она захвачена, хотя подтверждения этому мы пока что не видели. Украинский журналист Юрий Бутусов заявляет, что ситуация на этом направлении критическая, ее надо срочно решать, так как противник сильно превосходит украинские силы в количестве пехоты. На втором основном направлении боевых действий, а именно Покровско-Торецком, также есть заметные продвижения российских сил. В районе Торецка продвижение отмечено на полосе от Тарасовки до Валентиновки. Там российские силы захватили Пантелеймоновку, Александрополь и Калиново. Были первые попытки прорыва за сам Торецк. В частности, был эпизод с прорывом двух российских БТРов на 6 километров на север от Торецка. Продвижение техники было остановлено украинскими ударами. На Покровской части этого направления успех переменный. С одной стороны, российские военные продвинулись в районе Лысовки, Успеновки и Котлеровки. С другой стороны, украинские военные смогли отбить часть позиций в Шевченко и Котлин. В контексте боевых действий на фронте стоит отметить новости о взятии в плен украинскими силами двух граждан Китая, воюющих на стороне России. В существовании таких экзотических добровольцев ничего странного и необычного нету. Мы видели уже много примеров граждан и других стран, подписавших контракт с Минобороны России. Почему же в этот раз получилась такая большая новость, и лично Владимир Зеленский об этом говорит? Потому что ни для кого не секрет, что Китай – основной противник США. Показывая уровень вовлеченности Китая в войну против Украины, украинское руководство тем самым пытается побольше перетянуть американскую администрацию на свою сторону. Конечно,
Только из-за 2 пойманных китайцев ничего не поменяется. Но вода камень точит. В пятницу прошла очередная встреча западных союзников Украины на конференции «Рамштайн». И впервые она прошла без участия Соединенных Штатов. По этой причине конференцию возглавляли министры обороны Великобритании и Германии. Великобритания выделяет новый пакет военной помощи на сумму в $562 миллиона. В него войдут сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и средства на ремонт ранее переданной техники. Норвегия профинансирует британский пакет на $125 миллионов, плюс отдельно выделяет свой пакет военной помощи на 1 миллиард евро, в который войдут различные боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Германия передаст Украине 4 комплекса ПВО «Арис-Т», 300 зенитных ракет к ним, 30 ракет для комплексов «Патриот», 15 танков «Леопард-1», 25 боевых машин пехоты «Мардер» и 100 тысяч снарядов. Ракеты для комплекса «Патриот» особенно важны, потому что только комплексы «Патриот» и САМП-Т, имеющиеся у Украины, способны перехватывать такие баллистические ракеты, как ракеты комплекса «Искандер». Нидерланды направят 150 миллионов евро на усиление украинской ПВО. Бельгия утвердила пакет военной помощи на 1 миллиард евро, а Дания – на 900 миллионов. Литва выделит 20 миллионов евро на закупку боеприпасов, а Эстония передаст 10 тысяч артиллерийских снарядов. Кстати, хотя Америка не выделяла новых пакетов военной помощи, в Украину прибыла новая партия канадских бронемашин «Рошель», чья закупка была профинансирована еще при администрации Байдена. На этой неделе продолжались ракетные атаки по Украине. Например, были очередные удары по Днепру, в результате которых погиб как минимум 1 человек. Удар был нанесен по складу компании «Биосфера», которая производит товары для дома. Опять-таки, сложно найти объяснение этому удару. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что во времена, когда все заботятся только о красивой отчетности, в российской разведке никто не занимается перепроверкой информации о цели. Потому что, что бы там потом не выяснилось по фотографиям, все равно высшее руководство поверит докладу, что это был склад боеприпасов или место совещания офицеров ВСУ. Поэтому любой зацепки хватает, чтобы принять решение о нанесении удара. И такие зацепки могут предоставлять и так называемые «ждуны» или просто доверчивые граждане Украины, которых вербуют через Телеграм и просят присылать адреса и координаты военных объектов. Понятное дело, что, не будучи профессионалами, такие люди будут считать за военный объект любой склад или ресторан, около которого увидели мимо проходящего военного. Контрразведка Службы безопасности Украины в эти дни проводит широкомасштабную операцию по выявлению таких наводчиков на цели, из-за которых потом гибнут мирные люди. Непрофессионализм российских военных часто приводит и к удару по своим. На прошлой неделе, когда мы с вами говорили про Кривой Рог, я говорил, что по числу подтвержденных погибших гражданских сопоставимый удар был в Белгороде, где в результате падения российской авиабомбы обрушился целый подъезд пятиэтажки, в результате чего погибло 17 человек. И вот на этой неделе Белгородчина снова под ударом военно-космических сил России. На этот раз бомбу уронили к западу от Белгорода, в районе села Новая Глинка. Она упала на оживленную трассу, по которой в тот момент ехали автомобили с мирными людьми. К их великому счастью, бомба не была взведена, а потому не взорвалась. Просто пробив асфальт, она ушла под землю. При этом даже без взрыва удар был такой силы, что отлетевшим щебнем ранило водителя, проезжавшей мимо машины. Следственный комитет России, конечно же, уже заявил, что это военное преступление украинских сил, возбудил уголовное дело и сказал, что будет его расследовать. При этом губернатор Гладков явно понимает, что это был очередной случай с российской же бомбой. В случае украинских ударов он в своих сообщениях прямо пишет, что в результате удара украинского беспилотника в таком-то поселке пострадали люди. А когда падают российские бомбы, он просто пишет, что в таком-то поселке есть пострадавшие. Так случилось и здесь. И еще не раз случится. И еще один удивительный случай с невероятным везением произошел в Московской области над Нарфоминском. Там в темное время суток летел неизвестный вертолет. И по нему со всех сторон начали вести огонь расчеты объектового ПВО. Объектовое ПВО – это последний уровень обороны от воздушных атак, расположенный непосредственно на защищаемых объектах. В современное время в российском объектовом ПВО, если это не военный склад или аэродром, используются такие средства защиты, как пулеметы и зенитные пушки. И ввиду большого количества объектов, находящихся под риском воздушных атак, и малого количества средств противовоздушной обороны, расчеты объектового ПВО в настоящее время
не всегда состоят из военнослужащих сил ПВО. Поэтому и координация с ними гораздо хуже. Но и без координации, честно говоря, я не нахожу объяснений, как им пришла в голову идея открыть огонь по летящему вертолету. Окей, вы видите какой-то вертолет, вы не знаете, кто это. Но ведь за все время Украина ни разу не запускала беспилотники вертолетной компоновки по России. А боевой украинский вертолет уж точно никак не мог долететь аж до Московской области. Пофиг, стреляем, потом будем разбираться. Впоследствии выяснилось, что это был вертолет одной из силовых служб России. Это вполне могли быть, например, ФСБшники, которые явно никого не будут предупреждать о своем полете. Экипажу вертолета сказочно повезло, потому что, несмотря на то, что по нему вели огонь со всех сторон, в итоге не попали. Так что отделались испугом. Ну и да, надо отметить, что у расчетов объектового ПВО никаких систем опознавания свой-чужой нету. Максимум, что они могут сделать, это позвонить своему начальнику и попросить указаний к действию. Естественно, с такими системами обороны создаются большие риски и для гражданских воздушных суден, что мы и увидели на примере сбития азербайджанского самолета в районе Грозного. Спецпосланник президента США Стив Уитков съездил в Москву и провел переговоры с Путиным. После этого он заявил, что самый быстрый способ добиться прекращения огня – это признать суверенитет России над 4 областями Украины. Не знаю, какая у этого мегамозга зарплата, но это можно было еще и месяц, и 2 назад сказать. Понятное дело, что достижение справедливых условий – это долгий, трудоемкий и сложный процесс. Капитулировать-то, конечно, можно за мгновение, но какой ценой? Этот его комментарий, конечно же, ни на что не повлияет, потому что в любом случае не Америке решать, что и как признавать. А Украина на такое не пойдет. Да у нее и нет причин на это идти. Армия Украины не находится в каком-то опасном положении, чтобы идти на такие условия. Что касается переговоров США с Украиной, то агентство Reuters пишет, что прорыва в этой природной сделке пока не произошло. Опять-таки, причина во все более жестких условиях, которые ставит американская сторона. И вот теперь выяснилось, что в условиях сделки также указана необходимость передачи под контроль американцев трубопровода, проходящего по территории Украины, по которому ранее «Газпром» поставлял газ в Европу. Мало того, что американцы могут в таком случае снова разрешить поставки российского газа по этому трубопроводу в Европу, так и всю прибыль от таких поставок тоже будут они получать. Неудивительно, что прогресса в переговорах по этой сделке нету. Дональд Трамп продолжает демонстрировать свое мастерство сделок. Продолжается его торговая война с введенными пошлинами, которые пока что отложили на 90 дней. Тем не менее, это все равно ставит под угрозу многие партнерские проекты США с другими странами. Например, по совместному проекту с Великобританией и Австралией по созданию атомных подводных лодок. А ведь это очень важно в контексте укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем. Плюс из-за торговой войны Америка оттолкнула от себя своих важных союзников в этом регионе, таких как Япония и Южная Корея. И вот мы теперь видим, как они согласились работать с Китаем по вопросу свободной, беспошлинной торговли в регионе. Я не знаю, является ли это самым дорогим выстрелом себе в ногу в истории со стороны администрации США, но заявка неплохая. И последняя важная новость, связанная с Америкой, которую хотелось бы отметить в этой сводке, касается тайных операций российского ГРУ. Американская журналистка Кейти Ливингстон, пишущая для таких изданий, как Newsweek и Foreign Policy, со ссылкой на свои источники пишет, что жена Кирилла Буданова, Марианна Буданова, прилетала в декабре прошлого года в США на лечение после отравления. Само же отравление произошло в ноябре 2023 года. Считается, что к этой атаке на жену главы украинской разведки могут быть причастны российские спецслужбы. Естественно, западные спецслужбы заинтересованы в тщательном исследовании последствий отравления и использованных боевых веществ. И поэтому Буданову и пригласили для обследования в США. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через 7 дней. До встречи и пока.